Доброго времени суток! Это завершающий ролик в моем проекте под названием «Центральный пылесос». В этом ролике будет информация о недостатках и возможностях решений этих недостатков в этом проекте. И, конечно, не нужно забывать о технике безопасности при работе с электроприборами и стоковедущими частями. Использовать правильное сечение проводов. Прошлая часть этого проекта закончилась тем, что я подключил 3 розетки. Теперь осталось подключить еще 3 розетки, чтобы завершить этот проект. Продолжил облегчать стяжку бетонную для того, чтобы проложить трубы для пылесоса и электропроводку к нему. Как уже упоминалось в предыдущем ролике, трубы для пылесоса я не замуровываю в цементную стяжку, а вынимаю эту массу и заменяю деревянным полом на лагах. Для того, чтобы можно было без ущерба установить многокилограммовый морской аквариум. То есть я облегчаю напольное покрытие. И итогом моей работы явилось уменьшение веса этого покрытия почти на 2,5 тонны. Для того, чтобы пол был в уровень уже готового до этого пола, необходимо использовать какие-то прокладки, или в данном случае я использую плиточный клей, так как у него усадка минимальная, в отличие от цемента. То есть под продольные лаги я кладу плиточный клей. Он высыхает, и уровень соответствует нужному. Итак, пол уложен в уровень. Не забываем, конечно, деревянные все изделия обрабатывать огнебиозащитой. Очень удобно вместо продольных деревянных лаг использовать алюминиевый профиль. Он по сечению практически такой же, но более, естественно, не горючий. Зазоры между деревянным полом и цементной стяжкой закрываем металлическим профилем. Пылесос установил в стационарное место, подключил к нему воздуховоды. Сейчас испытаем на герметичность.
Тест прошел удачно, соответственно, все соединения герметичны, все нормально. Тест проводится на средней мощности. Пытаюсь манометр вставить в соседнюю розетку. Мощность всасывания достаточно, чтобы работать трубой с таким диаметром. Теперь мы проверим, как нагревается наша турбина. Температура в помещении 25 градусов. Соответственно, температура турбин в выключенном состоянии соответствует приблизительно такому же нагреву. Включим наши турбины. Как видим, за каких-то 5 минут температура повысилась на 15-17 градусов. Таким образом, мы пришли к выводу, что нужно делать другой блок управления, для того, чтобы можно было поставить охлаждающую систему. Сделать схему более безопасной для применения в цепи управления центрального пылесоса. Будем ставить твердотельное реле в качестве управляющего реле для турбин. Реле 100 амперное, управлением от постоянного напряжения. 100 ампер выбрано не случайно, так как турбины – это индуктивная нагрузка, а в цепях с индуктивной нагрузкой пусковые токи могут превышать номинальные в 6-10 раз.
реле, которое включает всю схему на 220 вольт переменного тока, а все остальные реле, управляемые от кнопок в розетках, на 12 вольт постоянного тока. Блоки питания прикрепил уже на пластину. Выходные параметры блоков питания таковы: 12 вольт 30 ампер, то есть общая мощность 360 ватт, так как модули Peltier, которые я буду применять, рассчитаны на ток 10 ампер. Твердотельное реле будем устанавливать на пластину, используя термопасту КПТ-8. Радиатор для твердотельного реле также установлен на пластину через КПТ-8. Перед намазыванием пасты на твердотельное реле и радиаторы сначала очистим поверхности. Термопасту рекомендуется наносить тонким слоем, но у меня здесь не настолько требовательная схема, чтобы соблюдать это правило. Поэтому пасту наношу, что называется, я от души. Закрепляем твердотельное реле. Немного притерем поверхности на этой термопасте. Подготовили установочное место для вентилятора. Смажем вентилятор, радиатор вентилятора и установим на площадку.
Для крепления радиатора используем шайбы с широким полем. Вот так у нас получилось. Даже будем устанавливать регулятор мощности и радиоприемник. А еще для начала нужно нам проверить реле на возможность пробивки на корпус. Возьмем прозвонку. Поставим на звук. Вот. Если есть замыкание, то должно пищать. Не пищит. Значит, все нормально. Пробоя на массу нет. Проверим этого. Также. То есть массу можно будет заземлить при подключении. Вот в результате получился такой блок управления пылесосом, довольно-таки сложный. Здесь два блока питания на 12 вольт для модулей пельтье для охлаждения. Главное реле твердотельное. Управление им происходит через реле на 12 вольт. Вот это блок мощности управления. Это радиомодуль. Соответственно, кнопка, которая будет стоять на стене, основное включение, а остальные кнопки, расположенные на розетках, будут аналогично действовать функциям, что расположено здесь. Вот схема включения всего блока. Если кого-то заинтересует схема включения, то можно поставить проигрыватель на паузу и рассмотреть детальнее. Ну что ж, пора испытать. Сейчас включу в розетку и продемонстрирую, как это будет работать. Так, в розетку я включил. Проверим, есть ли напряжение. Так. Переменное напряжение. Подается сюда. Напряжение есть. Вот общее включение. Нажимаем кнопочку. Основное управляющее реле как раз включает блок питания. Все сделано в целях защиты через реле и модули управления. Все остальные также работают через 12-вольтовые релюшки. Соответственно, этого реле твердотельного имитируем нажатие клавиш на розетках. Это включение. Вот заработала турбина на минимальной мощности, она регулируется, соответственно, здесь. Вот на максимальной мощности. То есть, повторяюсь, эти две кнопки аналогичны и дублируют кнопки на розетках. Это общее включение, выключение. Такая вот схема. В результате получился вот такой блок управления. Подключение кнопок на розетках использовал штекера универсальные. В качестве теплоносителя решил использовать антифриз HEPO G13.
Цена на эту бутыль концентрата составляет 500 рублей. Ну, про классификацию антифризов можно напомнить, что есть всего несколько классов G11, G12, G13 с плюсами всякими, которые отличаются составом. Типа G13 наиболее экологичный, на основе пропиленгликоля, а не этиленгликоля. Но данный вариант в составе содержит этиленгликоль и глицерин. Можно было бы использовать теплоноситель для труб отопления, конечно, на основе пропиленгликоля. Но про ядовитость этого этиленгликоля тоже везде есть информация. Можно напомнить, что и растворители, бензин и тому подобные жидкости тоже ядовиты, если их пить. Причем летучесть и точка кипения этих жидкостей гораздо ниже, чем у этиленгликоля. У этиленгликоля 170 градусов Цельсия. Насосы для теплоносителя рассчитаны на включение в сеть 12 вольт. Пропускная способность, как написано, 240 литров в час. Насосы погружные, герметичные. Это мой первый и неправильный вариант установки насосов. Так как бачок с теплоносителем установлен ниже насосов, то образующийся воздушный пузырь между уровнем в бачке и насосами не позволял начать циркулировать жидкости. Пришлось потом эти насосы поместить прямо в бачок с теплоносителем. От каждого радиатора на турбинах теплоноситель напрямую попадает в радиатор с воздушным охлаждением. Всего 4 комплекта, по 2 на каждую турбину. При использовании также выяснилось, что на трубу между циклоном и агрегатным блоком следует установить фильтр, чтобы меньше мусора попадало в турбинный блок. Как временное решение я решил использовать обычную сетку, что устанавливается на окна. В дальнейшем, я думаю, на переходную часть поставить вибросито, которое будет включаться на пару секунд перед каждым запуском, а также фильтр HEPA. Эти детали я планирую сделать на 3D принтере, который уже находится на стадии тестового запуска. Анонс смотрите в конце ролика. Для того, чтобы установить бачки радиаторов, сделал соответствующие пластины прокладки, которые будут прилегать к боковой поверхности турбин. Ссылки на комплектующие приложены к данному ролику внизу в описании. Для увеличения эффективности жидкостного охлаждения применил модули Пельтье, рассчитанные на ток 10 ампер. Вот в такой последовательности будут расположены элементы
на поверхностях турбин. Пластины обработаны термопроводящей пастой и установлены на свои места. Для увеличения эффективности жидкостного охлаждения применил модули Пельтье, рассчитанные на ток 10 А. Модули Пельтье при включении в цепь постоянного тока создают разницу температур на своих рабочих поверхностях. Для того, чтобы определить, какая сторона будет горячей, а какая холодной, воспользуемся обычной батарейкой и инфракрасным термометром. Как видим, уже через несколько секунд можно заметить разницу температур. Охлаждающая система заряжена. Как я и говорил ранее, насосы находятся в бачке с теплоносителем. Начнем измерять температуру. Как видим, система охлаждения дала положительный результат. Теперь двигатель не нагревается до такой большой температуры. Есть запас прочности и ресурсов. Второй мой проект – это 3D принтер, на котором планируется изготовление деталей для робота Федора, который будет сам пылесосить полы, а также изготовление деталей для морского аквариума, как, например, скиммеры, решетки и другие.